Друзья, всем привет! Я снова рад вас приветствовать в новом видео, в котором речь пойдет о чистой воде в аквариуме. Скажу сразу, что не являюсь профессиональным аквариумистом, не имею высшего образования в этой сфере, а имеется лишь скромный любительский опыт, которым сейчас поделюсь. Если вы начинающий аквариумист, то возможно сразу у вас и не получится добиться чистейшей воды в аквариуме, так как пока еще не знаете о тех процессах, которые происходят в аквариуме. Но это не страшно, и со временем наберетесь опыта, и все точно получится. Первым делом, после установки аквариума в нужном месте, я обратил бы внимание на грунт, который будет служить неким фильтром, на частицах которого будут селиться полезные бактерии и под которым будет собираться грязь. Если взять слишком крупный грунт, то частицы грязи не будут оседать под ним и будут постоянно летать по аквариуму. Также крупный грунт плохо сказывается на росте растений, из-под корней которых вымываются все питательные для них вещества. Слишком мелкий грунт тоже нежелательно, так как он имеет свойство слеживаться. Оптимальным считается грунт фракцией 3-4 мм, и не лучшим вариантом будет крашеный разноцветный грунт. Второе, на что бы я обратил внимание, так это на растения, которые также помогают поддерживать водичку чистой. Но это при условии, что созданы все условия для их нормального роста и размножения, такие как освещение и питание. Иначе они могут наоборот портить водичку. Поэтому лучше всего начать с неприхотливых растений. Свет в аквариуме тоже должен быть правильно подобран и не освещать аквариум более 12 часов. Третье, к чему стоит ответственно отнестись, так это фильтр. Есть, конечно, много различных моделей и вариантов фильтров. Все они имеют свои плюсы и минусы. Но я бы порекомендовал подбирать фильтр с хорошим запасом прокачки, а не так, как советуют впритык, так сказать. Лично мне нравится, когда емкость аквариума прокачивается 10 раз за 1 час. То есть, если аквариум у вас емкостью 100 литров, то фильтр должен прокачивать 1000 литров в час. Все равно зачастую эти показатели завышены, и по факту они прокачивают меньший объем, чем заявлено. Что касается наполнителей для фильтра, то стоит использовать их, начиная с крупнопористой губки, потом среднепористой и заканчивать мелкопористой. Если будут керамические наполнители, то это еще круче будет, так как будет место для поселения полезным бактериям. Использовать такое количество наполнителей не обязательно, но тогда придется чаще их промывать и заменять, так как крупные частицы мусора будут быстро забивать мелкопористые наполнители, вследствие чего будет уменьшаться количество прокачиваемой воды помпой и ухудшаться качество и скорость фильтрации. Если же наполнители будут правильно установлены и последний наполнитель будет как можно мелкопористей, такие как синтепон или меленькая губка, то так можно добиться наилучшего результата – прозрачной и чистой воды. В общем, чем будет разнообразнее и мощнее фильтрация, тем, конечно же, лучше. Что касается течения от мощных фильтров, то есть много способов, как их можно обуздать, да еще и пользу извлечь. Как говорится, фильтрации много не бывает, бывает ее недостаток. На всякий случай напомню, что фильтр должен работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и отключаться лишь на время промывки его наполнителя. Также, если у вас большая плотность посадки рыбок, и особенно если эти рыбки, так сказать, поросята, типа золотых рыбок, то фильтрация должна быть усилена. Конечно, также не стоит перекармливать рыбок, и чтобы в аквариуме оставался этот самый недоеденный корм, который будет портить воду. Все это поможет при условии, что ежедневно ухаживаете за своим аквариумом, подмениваете водичку, сифоните грунт, и если аквариум не вчера только запущен, так как ему надо время, чтобы созреть. Но что же делать, если, проделав все эти процедуры, водичка все же не кристально чистая, а, например, позеленевшая? В этом случае поможет ультрафиолетовый стерилизатор, который очень эффективен против всяких микроорганизмов. Но стоит знать, что он будет убивать как ненужные, так и полезные бактерии. Поэтому, если добились желаемого результата, то его можно и отключить, понимая, что не у каждого есть этот самый ультрафиолетовый стерилизатор, а покупать его не все готовы. Поэтому можно воспользоваться одним очень хорошим лайфхаком, который уж точно дочистит водичку до кристальной чистоты. А заключается он в том, чтобы быстренько сделать дополнительный фильтр из помпы головы и картриджа для водопроводного фильтра колбы. Чем мельче будет пористость этого картриджа, тем лучше. Хотя менее 5 микрон я не встречал. Как вы уже поняли, то вместо обычной губки
я предлагаю подсоединить этот картридж. На постоянной основе использовать не стоит, так как быстро забивается, но как вариант доведения до идеальной чистоты лучшего способа пока не встречал. Также этот фильтр поможет с очисткой от зеленой воды, которая через время станет чистой и прозрачной. И еще хочу обратить ваше внимание на искусственные растения и различные декорации, которые могут подкрашивать и портить водичку в аквариуме. Поэтому с ними надо быть поаккуратнее. И прежде чем помещать в аквариум, лучше пусть вымокнут и пройдут проверку в отдельной емкости. Вот, пожалуй, все советы, которые хотел бы рассказать и посоветовать вам для достижения кристально чистой воды. Если есть еще какие-то рекомендации, то можете дополнить советы в комментариях под видео. С большим удовольствием их почитаю и при возможности испытаю. Если видео понравилось, то поддержите его лайком, комментарием, подпиской на канал, если еще этого не сделали, и нажатием на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о выходе новых видео. Также буду очень благодарен, если поделитесь этим видео на своих страничках в социальных сетях и группах по аквариумистике. До новых встреч, новых видео, пока-пока!